Всем привет! Сегодня мы покажем вам мини-букет из орхидеи. Такая вот у нас сегодня вишнево-бордовая орхидея. По цвету всего мы будем использовать 3 штучки. И в принципе это хороший бюджетный вариант небольшого букета, потому что вы очень часто нам присылаете запросы именно на небольшие, маленькие, но в то же время оригинальные букеты. Для нас орхидея является осенне-зимним цветком, поэтому такой букет как раз сейчас максимально актуален. И для этого букета мы воспользуемся зеленью. Вот сейчас приходит очень красивая зелень на очень многих базах. Я считаю, что по цене она вполне доступна. Но вот эту веточку, к сожалению, нам придется разрезать. И вот эти листья уже не подлежат использованию, как вы понимаете. Но вот макушечку возьмем. А вот эта ветка очень хороша по себе. И мы тоже ее полноценно используем в нашем букете. Да, длина пробирки для орхидеи не очень высокая, поэтому зелень можно тоже использовать короткую. Да. И можно такие высокие листья смело разрезать. Ну, вот таким где-то образом. Я сразу обрежу эти листочки, чтобы они нам не мешали по высоте. Мы этот букет уже делаем на протяжении 10 лет. И он родился, на самом деле, случайным образом, потому что когда мы впервые делали заказ на орхидею, мы заказали 10 штук. Этот заказ был к 8 марта у нас. Но поставщик не предупредил нас о том, что орхидея приходит коробками, в которой 6 веток полноценных. И мы заказали 10 штук, нам прислали 10 коробок. Поэтому у нас было не 10 веток, а 60. Отказаться от закупки было невозможно. И мы придумали такой небольшой букет. Он у нас изначально был с другой зеленью, со скими, и паковали мы его, тогда еще не было крафта, мы его во что, в органзу паковали, и в сизаль еще, такой кулечек делали. И мы его предлагали на все корпоративные заказы, в общем, он разлетался у нас, люди за ним возвращались, и до сих пор он действительно пользуется большой популярностью. Именно как мини-букет комплимент. Поэтому, если у вас есть возможность выставить 3 таких букетика, чуть-чуть отличающихся друг от друга, то это даст людям право выбора и будет пользоваться еще большим успехом. Букет этот все-таки у нас будет более овальной формы, чем круглый. Ну а теперь мы с вами посмотрим, как мы составляем этот букет. Формируется он по принципу группировки цветка, да, постановка здесь группировки. 2 первых цветочка вы ставите вот таким образом, буквально спина к спине. Это здесь спираль или это параллельно? Ну, практически параллельно. Это уже будет зависеть даже от ваших пробирок. К сожалению, иногда пробирки приходят не самого хорошего качества, и тогда уже с ними сложнее работать. Ну, допустим, так, да, вот у меня здесь получилась небольшая даже спираль. Просто по треуголке выставляете? Просто по треуголке, вот спина спина к спине, ваши пробирочки будут у вас крутиться в руке, ну ничего страшного. Сложили орхидейки стенка к стенке, да, а третью вы ставите как бы лицом непосредственно к вам, а потом уже будет к вашему покупателю. И самая большая ошибка, когда вот эти 2 орхидеи, которые мы приложили стенка к стенке, их как бы вот заводят туда больше, да, и тогда возникает эффект, что у вас не одна орхидея, потому что вы практически не видите тех 2, потому что они скрываются вот за этой первой. То есть вам нужно создать эффект, чтобы люди увидели, что у вас не одна орхидея, да, а именно 3 орхидеи. То есть вы не должны вот эти орхидеи вот здесь группировать и закрывать их вот этой первой. Это первый важный момент. Ну а теперь вы можете воспользоваться той зеленью, которая есть у вас в салоне. Мы опять набрали, вот у нас есть такой остаточек от популуса, да, мы можем поставить. То есть вам нужно создать эффект, что у вас пышный букет, да, поэтому мы вот популус, вот такие разные веточки можете не разрывать их соответственно. Мы уже говорили в видеоролике про зелень, что мы всегда, когда ее получаем, рассортировываем, высокую оставляем на большие букеты, а вот такую вот маленькую зелень, которая либо внизу стеблей находится, либо отдельно идет от стеблей, всегда сразу же отставляем в другую вазочку, чтобы потом использовать на небольшие букетики. Да. Ну а теперь мы воспользуемся нашими листочками красивые, которые очень подходят под цвет. Главное внизу, да, всю эту зелень по спирали вести? Естественно, здесь вы уже ведете зелень по спирали непосредственно вокруг ваших
пробирочек. А чем выше зелень прикладываем, тем что? Чем выше? Тем хуже. Нет, почему? Можно вот так совсем, посмотрите, вот так поставить. Просто ведь у нас все равно должна быть пропорция. Мы должны соблюсти такую пропорцию, чтобы с одной стороны у нас букет получился объемным, а с другой стороны мы не должны поставить ее таким образом, чтобы зелень была главной, да, или в приоритете в нашем букете. Можно поставить вот таким Мне образом. уже даже и так нравится. Но это примерно первоначальный вариант нашего букета, когда мы ставили просто орхидеи зеленью. Но самое главное, чтобы все пробирки, да, были закрыты. Да, пробирки у вас должны быть обязательно закрыты. Ну Вот, смотрите, он уже получается достаточно таким пышеньким и аккуратненьким. Да. И еще, кстати, из-за того, что орхидея стоит на пробирке, а зелень долго тоже может находиться без воды, это отличный букет долгожитель. С ним вообще ничего не происходит в протяжении долгого времени. Пока я эту зелень оставлю. Единственное, тоже в качестве совета, в принципе, можно букет уже оставить и таким. Да? Вот здесь за счет упаковки мы потом подправим эти листья, и у нас, соответственно, уйдут все пробирки. Но для полноты вашего букета, и для того, чтобы он казался или был более интересным, в качестве совета, ведь посмотрите на наш букет, да, у нас орхидея как бы ушла немножечко в эту сторону. И хочется создать вот минимальный, но какой-то противовес, чтобы букет получился правильной формы. Хотя, я говорю, имеет право на существование и такой букет. Но вот у нас сегодня в салоне в качестве примера есть шиповник, который хочется поставить на противовес, для того, чтобы как бы дополнить вот этот овал, потому что, как я вам сказала, букет у нас получается более все равно овальной формы, чем круглый. То есть вот здесь вы можете завести листья, для того, чтобы заполнить эту пустоту между. Это может быть рябина, это может быть веточка симфорикатума. Ну вот поиграйте, потому что шиповник, он тоже, соответственно, далеко неправильной формы. Вот таким образом. Вот у меня еще есть такая веточка, чтобы мне тоже закрыть вот это пространство, которое образуется, или пустота образуется вокруг шиповника. Вот таким образом. Без упаковки может выглядеть ваш букет. Хотя я говорю, что вот очень красиво. Единственное, ваше дополнение не должно быть крупнее, потому что это же дополнение к орхидее, а не полноценный цветок. То есть желательно, чтобы это были мелкие ягодки. Симфорикатум, шиповник, рябина. По стоимости сразу же скажу, такой букет получается около 800-900 рублей в зависимости от той зелени, которую вы используете. Кстати, может быть даже от 700 до 900 рублей в зависимости от зелени и от дополнения, которое вы используете. Потому что здесь масса вариантов. Но в принципе он выглядит на эти деньги. И опять же, для многих покупателей орхидея это считается дорогостоящим цветком, поэтому он сразу же привлекает внимание. Пакуем мы этот букетик в пленку двустороннюю листовую, вот такую вот фиолетово-золотую. Мы вам ее показывали, когда снимали для вас обзор упаковки. Она очень классно будет сочетаться с орхидеей. Пакуем мы самым стандартным образом этот букет. Просто разрезали лист на 4 части и упакуем его углами. Причем этой бумагой тоже можно поиграть, потому что она двойная. То есть вы один лист можете поставить золотой стороной, а другой можете поставить и фиолетовой. Главное, что когда упаковываете такой букет, старайтесь его не сжимать, потому что тут же вся фишка заключается в том, что он должен смотреться максимально широко. Потому что сама по себе эта пленка, она очень плотная, она не такая, как пленка из рулона. Она за счет вот этого золотистого напыления держит форму за счет своей толщины. И это частая ошибка при упаковке, что букет сжимают внутри, чтобы он у вас все-таки дышал, чтобы упаковка не плотно прилегала, а чтобы был небольшой зазор, но в то же время его не должно быть особо сильно видно. Букет должен дышать у вас в упаковке.
четвертый уголок, ну мы часто так пакуем, мы показывали вам, что четвертый уголок мы прикладываем на лицевую часть, чтобы закрыть все те швы, которые образовываются в процессе того, как вы приложили предыдущие 3 уголка. И его можно сделать чуть-чуть пониже, для того, чтобы не закрывать переднюю часть или лицо вашего букета. И еще один момент, когда вы упаковываете такой букет, вот опять же смотрите, что у вас здесь все пропорционально, да, то есть за счет упаковки происходит еще утолщение стебля, и таким образом букет визуально выглядит еще шире. То есть не надо делать упаковку под самыми цветами. Старайтесь как бы за счет упаковки нарастить ножку букета. Все, букетик мы наш упаковали, такую ленту привязали в тон упаковки. Вот смотрите, очень классно здесь видны эти золотистые уголочки. Спрашивали у нас, какие мы ленты используем. Сейчас вот такая вот лента китайская, она тоже очень плотная, очень хорошо вяжется. Когда ее подрезаете, на ней вообще никогда не остается никаких зазубринок. И плюс у этой коллекции лент пришли очень красивые оттенки. В обычных лентах атласных мы таких не встречали. Вот, мы это покупали на оптовке в 7 цветах, если у вас есть такая база в вашем городе. И еще, вот как мы уже сказали, нужно таких букетиков ставить не один, а хотя бы парочку. Да. Вот, поэтому мы вам сейчас покажем. У нас вот такие вот 2 варианта. Вот, в бордовой бумаге, тоже это пленка, и вот в такой фиолетовый. По размеру этот букет получается где-то 27 на 23 сантиметра. Ну, по высоте, соответственно, как высота вашей пробирки для орхидей. Так что вот такие вот 2 чудесных вообще осенних варианта мы вам показали сегодня. По стоимости я уже сказала, что это от 700 до 900 рублей, возможно до 1000, если бюджет позволяет. Так что можете пробовать миксовать ваши орхидеи с различным наполнением и ставить такие букеты на витрину. Очень красиво будут смотреться еще изумрудные орхидеи вот с коричневыми осенними листочками. Просто мы выбрали вот сегодня такую тональность, но на самом деле и желтая будет очень красиво смотреться, и изумрудная, в зависимости уже от вашего желания.